Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардюа. Я тут вижу, есть два легендарных шамана пятерочки, и знаете что? Они так соблазнительно выглядят, что мне прям хочется попробовать сегодня поиграть на шаманчиках. Я думаю, вы будете не против, да? Поэтому что, правильно, погнали творить контент, потому что, знаете, я, конечно, записал до этого каточку, но она, скажем так, немного повторяется с предыдущими, которые уже есть на канале, вот в ближайшую неделю. Поэтому, знаете что? Я все-таки, наверное, рискну на шаманчиках сыграть, потому что, ну, я знаю свою удачу и знаю, как мне шаманы могут приходить. Они могут вообще не приходить, от слова совсем, от А до Я. И поэтому, знаете, как я сейчас, наверное, буду играть? Наверное, я буду играть через то, что мне будет конкретно идти, не через лустрик. А чё такая тракса огромная, я не могу понять. Что за тракса переросток? Она выше всех на голову. Она шо? Амазонка? Или топ-модель какая-то там, не знаю, с длинными ногами. Короче. Буду играть на том, что будет приходить. То есть это будут либо воины для старта, либо же это будут вообще боги-орки. На самом деле боги-орки это хорошая идея. Я думаю, на богах-орках сыграть. Это будет очень круто. А вообще в идеале, знаете, кого собрать? Это собрать 3 людей и 3 мехов. И желательно побеждать. Буду побеждать, будет халявный ролл, буду, соответственно, апаться. Боже, какая тракса огромная. Ну, что это? Что это за... Она выше всех. Чё за прикол? Зачем разрабы сделали ее такой огромной? О, фура есть, все. Жадная перчаточка. Естественно, берем медасик. Медасик мы берем полюбасик. Чисто рифма такая небольшая. Короче, давайте так. Перед тем, как мы полностью погрузимся, я хочу сказать следующее, ребята. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. А кто засыпает, приятных снов. А то, знаете, у меня как-то нет стабильного начала в каждом ролике. Знаете, чтобы я с вами поздоровался, все такое, а потом уже, знаете, разбирался в каточке, соответственно, глазами в это время, когда я с вами здоровался, все такое. Я аж на месте, я аж на месте заговорился, просто ни с того ничего. Короче, так, ну, конечно, барабан войны мы берем. Барабан войны нам кровь из носа необходим, потому что мы будем играть на шаманах. И я поставлю агра. Потому что огр может накинуть, соответственно, свою способность. Там у меня 2 щита Абадона может прилететь. Может 2 крутилки подряд будет от Джаггера. Короче, у меня нет стабильного начала ролика. Вот, знаете, там какое-то приветствие особое и тому подобное. Я, кстати, вот так вот сделаю. Поставлю баф рыцаря, потому что у рыцаря есть сейчас баф хп регена на... Сколько там? 10 хп регена. В принципе, приятненько будет. Причем они со старта получают сразу свой щит. То есть, как только раунд начинается, они сразу начинают его с щитом. Ничего себе. Выиграю тут, интересно. Или это будет вечное противостояние. Баф гоблинов и баф рыцарей через щиток Абадона. Мне вообще щиток Абадона нравится в последнее время. Короче. Пока я буду с вами там здороваться, все такое, я смогу во время своего приветствия глазами пробежаться по легендарным фигурам, реликвиям и тому подобное. И уже дальше, скажем так, давать информацию. Хотя, короче, ладно, не буду париться на это что-то. То, знаете, такое. Не, ну можете, в принципе, своих идей накидать. Я с вами своими идеями поделился, поэтому жду от вас идей. Кстати, дайте мне фидбэк по поводу моих новых превьюшек. Как они вам? Насколько они заходят и все такое. Прикиньте, реально это была вечная битва, чисто ничья. Прикол. Реально прикольчик такой. Джаггер идет неплохо. Ну, не знаю, я Джаггера как бы хочу купить, но я одновременно не хочу. Я, наверное, может, продам... Да, вот так вот сделал, короче. Я не успеваю проговаривать свои мысли, а делаю действия уже. Понимаете? Что-то, короче, как-то, ну, нестабильно она идет. Поставил панду, мало ли мне сейчас панда какой-то там подгончик принесет. Может, мне там, знаете, придет... Не, ну, бесполезную спектру я точно не хочу, чтобы она мне приходила. Вот я хочу больше, чтобы мне либо орк-чернокнижник пришел, либо же орк-шаман. Вот этого я хочу. А все остальное это уже такое. То уже дело третье. То уже дело третье. Не буду спойлерить, какие у меня там каточки получились. Ну, короче, там у меня одна каточка до вот этой получилась такая довольно-таки однотипной. И вот, знаете, я хочу спросить у вас ваше мнение на этот счет. Что вы думаете, если будет несколько дней подряд примерно такой же билд, ну, примерно, не идентично точно, а примерно такой же билд, вот как в предыдущих роликах был. То есть, допустим, там 3 дня будут тролли. Вот я хочу услышать ваше мнение, потому что
Ну, потому что как-то так оно идет пока что. Потому что, знаете, вот иногда я вот пытаюсь, знаете, переломить вот этот вот ход событий, что мне приходит, отталкиваться от того, что конкретно мне приходит, а приходит вообще то, что мне не надо, а то, что мне приходит, уже было на канале, и мне приходится, скажем так, ломать этот рандом и идти против рандома. А, соответственно, идти против рандома, это означает, скорее всего, в 90% случаев проигрыш. Поэтому, в общем, дайте мне просто ваш фидбэк. Жду ваш фидбэк на этот счет. Все, работаем, ребята, работаем. И, кстати, минуточка рекламы. У меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. На экране на 10 раунде, после там, перед реликвией, появляется QR-код. И в конце ролика появляется QR-код. Переходите, не стесняйтесь. У меня там есть самое главное, это чат комьюнити, где я общаюсь со своими, соответственно, подписчиками. И просто есть чатик, в котором можно пообщаться и все такое. Поэтому, если вам это интересно, то заходите. А в целом, что происходит в моем телеграм-канале? Я пишу по обновлениям данной игры, пишу, когда у меня стримы, и просто веду свой небольшой личный блог. То есть я делюсь с вами всякими там происхождениями в моей жизни. Происхождениями в моей жизни. Боже, гениально. Кстати, один шаманчик первый. Ну, в принципе, Саня достаточно. Кстати, человек пришел. А я-то ТМ-ку продал. А я-то молодец. Я-то ЦМ-очку продал. Кстати, сейчас есть баг. Его как бы пофиксили, но как бы не пофиксили, потому что мне до сих пор подписчики присылают скрин, где они купили маску 5 тира, и в какой-то рандомный момент у его фигуры появляется там 100 тысяч хп, миллион хп и так далее, и так далее, и так далее. С чем этот баг связан и как этот баг абузить, я не знаю. Если кто-то знает, как абузить этот баг, то напишите, соответственно, в комментариях, а я попытаюсь заснять ролик. Чтобы вы понимали, я пытался сегодня отснять контент, да, там у меня получился такой контентик, но я сейчас заспойлерю. Ну, короче, ладно, это связано будет с эгидой, вот. И я пытался этот контент как бы записать. И я что-то как-то получил эту маску, но а как-то импакта я не получил от этой маски. То есть у меня не было вот этого вот миллиона тысяч хп. Где мой миллион тысяч хп, я не понял. Обида. Обида дикая. Серьезно. Я весь свой билд построил на том, чтобы взять вот эту вот маску 5 тира, забузить этот баг и показать вам нереальные ваншоты. Я думаю, вы прекрасно понимаете, почему именно эгида. А вот какой там билд был, я вам не скажу, потому что выйдет, соответственно, следующий ролик. Следующий ролик выйдет, и там будет моя любимая гида. Там, конечно, такой лютый затуп у меня произошел. Я такой фейспалм в конце устроил, что просто развал кабины. Мог. Ладно, не буду говорить. Не мог. Ничего не мог. А то сейчас и так много информации вывалил, правильно? Можешь продать эту в баню эгиду. Вряд ли у меня получится и в этой каточке забузить эту маску 5 тира. Вряд ли. А так как я хочу играть через шамана, то, в принципе, мне вообще не надо этой гида. Нет, я просто гиду взял для того, что можно будет попробовать, если что, взять, знаете как? Взять орков, гиду и через орков сыграть. А кто это у нас тут такой сладенький пришел? Естественно, вот так вот берем. Вот так вот берем и делаем. Мне, конечно, хочется панду продать. Очень хочется продать ее. Блин, мне еще что-то в глаз попало такое. Неприятно, глаз слезится. Обалдеть, как глаз слезится. Кстати, я там в телеграм-канале писал о том, что у меня метро 23 редукс почему-то не запускается адекватно. И я на самом деле разобрался с этой проблемой. Вы будете сейчас смеяться, что это была конкретно за проблема. Давайте так, я выдержу сейчас небольшую паузу, и вы в комментариях напишите, что это была за проблема, что у меня не подтягивалось мое разрешение монитора и все такое. Ответ на самом деле вас поразит. Сразу говорю, это не драйвера. Вот, подсказочка. Ну, думаю, все, хватит. Выдержал время. Ой-ой-ой. А как мы поступим? Хочется-то взять орков. И жрица есть. Может продать эту... Ну да, вот так вот, короче. Не знаю, хочу продать эту панду. Хочу продать панду, взять орка-воина. Да, возьму, так лучше сделаю. Я как-то в орка-воина поболее верю, потому что я могу выставить 4 орков, у меня будет плюс 400 хп. Да что ж такое, алло? Алло. Ой-ой-ой.
Капец, извиняюсь, у меня что-то такое в глаз попало, не знаю, у меня не знаю, вебка не передаст, конечно, этого, но у меня прям глаз слезится люто. Обалдеть. Ладно. Вроде проморгал. Короче, если сейчас буду часто моргать, то не обращайте внимания, это не нервный тик, это, не знаю, что-то в глаз попало, серьезно. Так вот, короче, в чем была конкретно проблема? Сейчас будете угорать с этой проблемой. Проблема на самом деле, ну, максимально неочевидна. Это была проблема в техническом плане. То есть, смотрите, если я подключаю HDMI кабель к своему монитору, то у меня все разрешение подтягивается как надо, у меня все работает замечательно, прекрасно, все шикарно и все такое. Но этот HDMI кабель был не мой. И я взял чисто протестировать ради прикола, потому что я где-то наткнулся на эту информацию, что это, возможно, будет проблема в кабеле. Я такой, ну блин, была не была, я уже все перепробовал, давай типа попробую поменять кабель. Короче, поменял кабель, реально заработало все как надо. С чем это связано, я не понимаю. Если что, у меня сейчас кабель это DisplayPort, который. А почему DisplayPort так криво работает с HDMI, я не понимаю. Фу, наоборот. Почему игра так работает криво с дисплейпортом? Скорее всего из-за того, что она просто старая и все. Ну, короче, по итогу. Скачал я Metro Исход, поэтому в скором времени будут серии по Metro Исходу. Так что все, готовимся, ждем. Напишите в комментариях, будете ли вы смотреть Metro Исход. Я там делал опросики. Ух ты, ё. Вот так вот сделаем. Мог бы, конечно, взять уровень и поставить немножко по-другому, но я этого делать не буду. Буду вот так вот чилить. Буду вот так вот чилить. Не, ну у меня сейчас стол, конечно, прикольно выглядит. Мне нравится. Такой стол мне нравится. Очень даже нравится. Хочется, конечно, мне Рок Войны переделать, но я понимаю прекрасно о том, что Рок Войны мне лучше не переделывать. Лучше Рок Войны оставить, потому что, ну, я сейчас, может быть, не орк. Охотник придет в 2 звезды. И он немного импакта принесет. Поэтому лучше пока что так. А что там, кстати, по моим шаманчикам? Они будут сегодня или это такой чисто прикол? Это чисто мне возле носа поманили вот так вот шаманчиками и все. А шаманчиков нема. О, Драгонайт. Кстати, последним временем замечаю о том, что начали керрить Драгонайта. Напишите в комментарии, почему начали керрить так Драгонайта. Вот не первый раз замечаю, что Драгонайта керрит, но не понимаю причину. Не понимаю причину потому что, смотрите, в мете сейчас есть антимаг, который вот просто к Драгонайту присасывается, и этого Драгонайта вдоль и поперек начинает перекидывать. Ну такой кидок через бедро начинает делать, что ну его в баню. И вот мне интересно, почему начали так жестко керрить Драгонайта? В душе не чаю, в душе не понимаю. Ну ладно. Кстати, надо будет тоже записать контент под Dragon Knight'у. Я думаю, будет прикольно. Надо попробовать. Короче, надо попробовать. То, что я думаю, это, конечно, хорошо, прекрасно, но надо именно попробовать. Надо попробовать самому. Тоже хочется взять Мамору, под какими-то гритерами сделать этого Dragon Knight'а, либо же сделать его под 6 троллями плюс 3 дракона. Короче, идейки у меня есть. И тоже напишите в комментах, что думаете по поводу этой идеи. Боже, я таких байтов на комментарии сейчас накидал. Ребята, как ролик выйдет, через пару часов у меня должна быть тонна комментариев. Мамора там уже в 2 звезды, и я на самом деле хочу продать этих жриц. Да, если бы там жрица мне пришла в 2 звезды, она была бы очень сильная, но... Вот так вот, короче, пока как-то сделаю. Можно было бы взять собаку вместо Лины, а вдруг мне сейчас усиление по линии придет. На самом деле, вот усиление в виде Лины плюс Омников 2 звезды, это нереально огромное усиление. Это то усиление, которое доктор прописал. Ой, мне походу торба. Не успеет закастить, да? Если бы закастовал, возможно бы... Возможно бы. Я бы немножечко фигур здесь убрал. О, спасибо. Наныл шаманчика. Главный нытик авточес. Я поставлю, наверное, 2 омников. Или может Хекс. Хотя. Я, кстати, сделаю примерно вот такую сейчас расстановку. Я на самом деле не особо верю сейчас в то, что они не перепрыгнут. Я более чем уверен, что они скорее всего перепрыгнут, чем не перепрыгнут. Боже, Траксай это какой-то человек-переросток, я вам отвечаю.
Чего она такая огромная? Почему она на голову выше всех фигур, которые здесь есть? В чем прикол? У разрабов там что? Не знаю. Не, ну я понимаю, что у них там админы, алкаши какие-то сидят. Ну, либо же ребята, которые в шапочке из фольги... Ну, вот, конечно, там все вместе может быть. Ну, ладно, короче. Я думаю, что там ребята сидят в шапочке из фольги 90%, нежели там какие-то дурачки. Ну, короче. То есть, как так можно было сделать? Так, Леончик, хорошо. Идем в уровень. Это нам не надо. Ну, вот, кстати, хороший предмет. Возьмем его. Он и даже сейчас будет отличный для меня предмет. Можно, на самом деле, и клевер сейчас рольнуть. Мне этот клевер, по сути, ну, куда? Да, я рольну его. Я и это буду ролить. Да, лучше бы я взял момчик. Этот момчик я хотя бы мог бы засунуть в импрессу, когда бы она ко мне пришла. Но тоже, не факт, что мне импресска придет в этой игре. Ой, далеко не факт. И не факт, что я буду играть через шаманов. Потому что. Ну, потому что я думаю, вы сами прекрасно знаете о том, что мне может сейчас элементарно не прийти шаманов, но я хотя бы смогу поиграть через богов орков. Вот это вот единственный плюс, который меня радует. То, что даже если мне не придут шаманы, я, соответственно, могу спокойно наслаждаться жизнью в виде богов орков. Но тоже, боги-орки мне могут и не перенести победку. Либо хотя бы что-то там типа псевдопобедки. Блин, я обожаю, когда Джаггер рано в 2 звезды приходит. Он нормально так накручивает. Не, на самом деле, если выбирать Джаггер либо же антимаг, то, естественно, антимаг. Ну, даже Джаггер в тройку не будет меня так радовать, как антимаг в двоечку. Меня Джаггер в тройку будет радовать только в том случае, если Джаггер в тройку будет с хорошими предметами. Вот тогда он меня порадует. Во всех остальных случаях он меня радовать не будет. Ну, чувака там сильный стол довольно-таки. Собирает драконов с Драгонайтом. 4 из 9 Мамора. Я надеюсь, его Мамора к раунду так 30-му выкатит этого Драгонайта, потому что, ну, как-то очень будет грустно, если он довольно-таки рано вытащит этого Драгонайта. Этот Драгонайт ему будет делать игру. Да-да, будет делать игру. На самом деле, мне нужны будут предметы на безоруж, на контроль. То есть вот это вот все в этой теме мне надо будет. Эти предметы мне будут необходимы, а все остальные предметы, ну такое. То есть мне нужна цепочка 4-го тира, мне нужен обезруж 3-го тира, мне нужна цепочка 1-го тира. Это все контроль, это все, соответственно, перевоплощение моих шаманов и так далее, и так далее, и так далее. Первый артефакт, который мне кровь из носа необходим, это арканцы. У меня уже есть, теперь мне осталось только найти Empress Light. Найду Empress Light, то все, это будет конечная. Плюс 400 хп поставил, потому что я верю больше в баф плюс 400 хп, нежели в какой-то другой баф. Пока что, если вот так вот посмотреть на мой стол, то все более-менее отлично идет. У меня 75 хп, 7 уровень, 50 плюс монет. Чел имеет винстрик 12, и скорее всего, если он сейчас не выставит себе сильнее стол, то я его просто испепелю. Сейчас, кстати, под него расстановку немного сделаю, чтобы он не расслаблял свои булочки. Заберу винстрик. Заберу винстрик. У него стол намного слабее, чем мой. Дум, конечно, прилетел в Джаггера, это неприятно. Тут мне не показывает, что я заберу, не заберу. Но я точно должен забирать здесь винстрик. Хочешь, не хочешь, гадалки не ходи, но я заберу твой винстрик. Денежки, денежки, денежки. Боже, как я это обожаю, когда просто сейчас 12 винстрик мне в кармашек. Хорош. Кстати, я ж не просто так, если что, взял мастерскую Бума. Мастерская Бума, она идеально стакается с шаманами. Можно будет предметы 2-го тира накрафтить. А предметы 2-го тира нам и необходимы. Нам и необходимы. Надеюсь, по шаманам мне фартанет. Я просто буду держать сейчас максимально кулачки за то, чтобы мне пришли сейчас шаманы как надо. Я возьму 10-й. Если, конечно, на 20-м раунде мне упадет Шлеймареса, то я возьму, наверное, Шлеймареса, возьму 9-й и там начну ролиться, потому что мне нужно будет срочно поставить шаманов, потому что если не поставлю срочно шаманов, меня, соответственно, скорее всего, вынесут. В общем, я куда-то слишком далеко пошел в лес да по дрова.
Поэтому давайте просто вот посмотрим, как оно будет приходить. И будем решать проблемы по мере их поступления. Правильно? Правильно. Чел, кстати, меня вынес тут, походу, да? Или нет? Давай! Ну почему мисс не прокнул? Если бы сейчас мисс прокнул, я бы его снес. Ну ладно. Проиграть старому бубылде на снайпере не грешно. Надо будет, кстати, баф любей... баф любей. Видели когда-нибудь такой баф? Баф любей. 5 из 9 мор, отлично. Отличненько. Я надеюсь, к раунду 30-м это только Драгунайта где-то и вытащишь. Раньше я не надеюсь, но на самом деле удивительно. У него 91 хп, 43 монетки. И у него держался винстрик 12. Как? В душе не чаю, как это он делал. Так, давай Мамору. Мамору я туда шамана запихну, который... Ну, шлем Ареса, естественно. Шлем Ареса надо брать. Шлем Ареса надо брать. Цветку, наверное, куплю на всякий случай, потому что там еще чел собирает цветок. Короче, вместо Лины поставлю, распродам ее немного. И цветку пока продам. Пока что продам цветку. Лучше выйти побыстрее в 9 уровень. Хотя, наверное, даже вот так вот сделаю. Смотрите, чисто гениальный мув 200 000%. И шлем Ареса юзаю. Все. Следующий раунд у меня сейчас будет по максимально, грубо говоря, фигуры легендарные приходить. Не, ну естественно они не придут. Ну это ж я. О, кристалл маны, кстати, плюс 50. Я, наверное, возьму кристалл маны плюс 50 по той лишь причине, что, смотрите, у меня есть одна пара концов, и у меня будет кристалл мана плюс 50. Придет мне орк шаман в 2 звезды, я, соответственно, закидываю вот этот вот кристалл мана плюс 50 в него, он сразу начинает инкастово кастовать свою тучку, из-за того, что у меня есть еще 3 пары концов. Короче, это план капкан. Только, пожалуйста, приходите, шаманы, я вас молю. Давайте не как обычно. У меня сейчас, грубо говоря, да не грубо говоря, я самый первый уровень на всем этом районе, который здесь есть. Выше меня уровня нет никого. Поэтому давайте, не поднажмите. Думчик, думчик, это хорошо. Антимаг тоже хорошо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, людишечки, идите гулять. Людишки идут гулять сегодня у нас. Вот так вот сделаем. Кстати, напомню, рок войны не работает на орка-жреца. Вдруг кто забыл, то орк-жрец, когда суммонит, рок войны не работает. Не дает бафчик скорости атаки. Это в текущем патче сделали. И, скорее всего, это они поправили. Это типа не сломано, это, скорее всего, поправили. Потому что орк-жрец же, он же не призывает, он оживляет. Поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что это не баг. Хотя на самом деле, сколько месяцев прошло, когда на орка-жреца работал этот моментик. Вот сколько месяцев прошло? Это, наверное, больше, чем полгода, и рок войны спокойно работал на орка-жреца. Очень долго работал. Это типа баг. Хотя я уверен, что это, скорее всего, не баг. Скорее всего, это фишечка. Фишечка авточес. Ну ладно, я не разраб, поэтому плевать. Суманика? Ой, орка шамана суманул, отлично. У меня там орк шаман сдох, а не перевоплотился, к сожалению. Цветку все-таки возьму. Не знаю, если честно, мне хочется паролиться. Хочется как бы 10-й взять, но я думаю паролиться все-таки. Мне нужен фиолетовый шаман. Пожалуйста, пожалуйста, фиолетового шамана. Фиолетового шамана, прошу, умоляю.
Так, Леон идет гулять. Ну. Ну. У меня 7 этих... Как их там? Короче, арканцы не перекинул еще. У меня бы импреска перевоплощалась, но я импреску поставил пока что как керри. Блин, иллюзии импрески, конечно, нормально там наваливают. Под скоростью атаки она делает то, что доктор прописал. Минус 30. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, божечки. Вот это я понимаю подгон. Вот это я понимаю движ. Вот это движ Париж. Может, Зевса поставить пока что? Чисто как нюк. Хотя, наверное, цвет лучше поставить. Можно орка-охотника свапнуть. Вот сейчас у меня будет 3 пары арканцов. Вообще, мне нужно будет, наверное, поставить Горн. На всякий случай. Наверное, пока что поставлю вот так вот. Зевса. Какой-никакой, но это будет довольно-таки неплохой нюк. Правильно? Правильно. Орк-чернокнижник 2 звезды появился с шаманчиков. Отлично. Если так будет и дальше приходить, то будет вообще замечательно. Мне бы усиление. Обезруж. Естественно, обезруж. У меня сейчас будет... О, Горн. Горн, это хорошо. Может, вместо Зевса поставить пока что. Типа, да, Зевс это нюк, все дела. Но можете таки поставить пока что вместо Зевса. Будет стенка. А стенка шаманам нужна. Я думаю, стоит так и сделать. Я думаю, стоит все-таки взять и сейчас поставить вместо... Зевса поставить надо. О, ДК 3 звезд. Кунг-фу ведьмак, ДК 3 звезд. Ладно, короче, поставлю лучше Горн. Это потянет время. У меня будет больше времени там, переделать что угодно. И предметы я пока что, наверное, закину все-таки в импреску. Хочу я того или нет, но надо предметы в импреску закидывать. У меня сейчас, если что, будут появляться иллюзии импрески, которые будут накидывать обезоружь. Конечно, обезоружь может прилететь максимально криво в одну цель. Но там хотя бы 3 обезоружия прилетает. Так, отлично. Банши это пока что хорошо. Конечно, собака у меня перевоплотилась идеально. Максимально бесполезная собака. Надо идти в уровень. Сейчас нет смысла ролиться, как по мне. Надо идти просто в уровень, взять 10. И на 10 уже в 50 плюс монет сидеть и спокойно ролиться. Чел на 8 уровне тоже импреску себе нашел, понимаю. Ну, Dragon Knight, конечно, в 3 звезды может дать так прокекаться хорошо. Если он хорошие предметы найдет, то он Dragon Knight может мне вынести. И тут самое главное, чтобы мне хорошо приходили фигуры и предметы с этих шаманов. Потому что если мне не будут приходить адекватно фигуры с шаманов и предметы, то это будет лютая поплава. Он своим Dragon Knight меня вынесет. И знаете, как это будет? Это будет самый такой вот подлый момент, когда мне очень срочно надо будет, грубо говоря, чтобы пришли адекватные фигуры. Они тупо приходить не будут, и, соответственно, он сможет мне выносить из-за этого. А, соответственно, я буду получать табло. И обычно это происходит тогда, когда остается, ну, мизер хп. Обычно. О, надо расстановку поменять. Боже, какие полезные фигуры упали. Тень с миллиард хп. Так, отлично, минус челик, хорошо. Это меня радует. Я, наверное, знаете, кого поставлю? Дума. Пусть у меня Дум сверху будет. Дум будет давать прокаст свою в керри какого-то, либо же просто будет давать. Короче, минус от хил мне по-любому нужен. На всякий случай лучше перестраховаться. Мало ли там чел найдет себе маску 5-го тира, я потом этого Dragon Knight в жизни не перебью. Можно продать, в принципе, Зевса и Варлока. Кстати, предмет рвану, потому что мне этот предмет не нужен. Цепочку возьму. Возьму цепочку на всякий случай, чтобы у меня ребята перевоплощались.
И вот так вот сделаю. Короче, как так сделаю расстановку, потому что, как вы могли обратить внимание в предыдущий раунд, у меня, если что, то Джаггер был зажат в середине, и он тупо постоял, почилил. Так сказать, отошел покурить. Жалко, что когда импреска перевоплощается, не появляется иллюзия импрески. Как по мне, это тупо в шаманах. Ну типа, а зачем тогда такая легендарная фигура перевоплощается в саму себя, если она не может апгрейднуться? Не может призвать там ни способность, ничего больше. Типа смысл тогда там, вот, от импрески? Не понимаю. Я, кстати, выйду из инкама, возьму все-таки 10-й. Пусть последние пару раундов у меня будет призрачная надежда на то, что мне сейчас придут побольше легендарных фигур. Как же поставить правильно? Ну, я думаю, так не закроет же, если я так сделаю расстановку. Я шаманчика, кстати, как-то сюда поставлю. Так, Dragon Knight. Так, на Dragon Knight прилетело безруж. В безоружии чел не может перевоплотиться, как мы видим. Муэрта его просто застрелила. Хорош. Это мне нравится. Пока начало мне нравится. Сколько минус получишь? Мало. Минус 29 мало. Но. Давайте отдадим ему должное, то, что он играет сейчас через Dragon Knight, а не через какую-то мету. Вы прикиньте, если был какой-то метовый Monkey King, который тупо бы мне сейчас 5-ю точку бы разорвал. Он бы тупо меня держал в вечном своем этом контроле и все, и делай, что хочешь. Кому мне эту цепочку отдать? Дракон. Я надеюсь, ты не найдешься сейчас на 8 уровне 2 орков-шаманов. Потому что если ты сейчас на 8 уровне найдешь 2 орков-шаманов, у меня, ну, 5-я точка взлетит на воздух уж точно. Это будет максимально несправедливо, если ему в действительности придет орк-шаман. В 2 звезды. Надеюсь, этого не произойдет. Почему несправедливо? Потому что я, как в 5-ю точку ужаренный, брал себе вот этот вот 10-й уровень не для того, чтобы не найти нормально адекватной фигуры. Сумку бандамена юзну, буду уже ролиться. Мне надо найти адекватные фигуры. Он на самом деле для меня самый опасный. Надеюсь, ему реально не придет сейчас орк-шаман. Очень на это надеюсь. Кираса, у него хорошие шмотки. Единственное, что на его бы месте я бы 100% не брал бы кольцо. Ему кольцо это вообще никуда не вписалось. Зачем это ему кольцо? Для того, чтобы он в спину прыгал. Так он наоборот мне зачастую облегчает работу, потому что прыгает он ко мне в спину, и я его просто начинаю там ляпердоль устраивать. Ну, кстати, будут мне падать керри предметы, то я закирю себе импресску, на всякий случай. Ой. Чела, зачем тебе драконий рог в импреске? Она ж не кастует ничего, зачем она тебе? Понимаю. Видимо, покастила. А что там по усилению будет сегодня? Я что? Зря терпи... О. Это мне нравится. О, и это мне нравится. Давай еще. Это пойдет. И это пойдет. Легендарного, пожалуйста. Такое нам нравится. Такое я одобряю. На самом деле я не хочу делиться с предметами с Думом. Ему хватит тех предметов, которые у него уже есть. На самом деле у меня сейчас более-менее классные шмотки. Да, у меня нету каких-то откровенно керри предметов в импресску, но зато у меня есть куча дебафов. Куча безоружия, куча вот этой всей темы. О.
Ну, найс. Вроде бы как бы неплохо то, что мне Зевс в 3 звезды пришел. Но вроде бы как плохо, потому что он тупо никого не продамажил. Да. Что-то пошло не по плану. Чел кинул мне смайлик, типа, бойся меня. Паренек, подожди. Подожди, не спеши. Не спеши, я скоро приду, тебе понравится. Честное слово тебе даю. Сейчас, подожди, мне нужно немного усиления. Я уверен о том, что тебе очень понравится мое усиление. Как только мне придет, допустим, Орк-шаман 2 звезды. И все, тебе очень и очень понравится это. Самое главное, чтобы мне сейчас падали адекватные фигуры. Если мне не будут падать адекватные фигуры, то это будет лютый пип-пип-пип-пип. О, ну вот. Зачем мне Джекира с 3 одинаковыми предметами? Объясните мне хоть кто-то. На самом деле это такой бред. Это такой бред. Как по мне, шаманов надо бафнуть. Их и так очень тяжело собрать. Так ты когда их собираешь, у тебя просто плавится 5-я точка, потому что, ну, тупо не приходят те фигуры. Вот тебе приходят те фигуры, но тебе приходят фигуры с 3 одинаковыми предметами. Зачем? Что разработчик в это время курил, что сделал вот такую вот тему? Шаманы и так 20 секунд живут. А их тут вот так вот, ну, поддушивают. Зачем такое? Ну, я не понимаю. Я искренне этого не понимаю. Типа, в чем прикол? Шаманы откровенно живут 20 секунд. Они перевоплощаются с рандомными предметами. Но сделайте так, что эти предметы не дублировались. Либо же пусть все они активируются, да, не знаю. Абсолютно все. Потому что, допустим, есть такие предметы, как Некромикон, он не работает. Ну вот, у меня сейчас, смотрите. Ой, Короче, я думаю, все прекрасно без меня знаете, что такое шаманы. И вот сейчас я тупо откисну из-за того, что у меня максимально юзлес герой. Максимально. Ну вот. Пэм, пэм. Чел даже не успел, если что, поставить минку свою. Тайна бы не зарешала, там у него Кираса, поэтому там бы от минки урона было бы с Гулькин. Темпреско. А как поступить? Ну, я, наверное, вот этого вот фиолетового шамана уберу, возьму лучше импресску. Мало ли мне 2 импресски придет, я поставлю лучше больше шаманов, чтобы они перевоплощались. Но я еще не теряю надежду на то, что мне сейчас придет орк-шаман. Не теряю. Мне нужен орк-шаман в 2 звезды. Будет очень жестко. Так, ну у меня Doom сразу с фулл маной появляется, поэтому нет смысла ему какие-то предметы на ману давать. Дракони... Рефрешер, башер. Я, наверное, возьму башер. Сейчас объясню почему. Доспех экзорцизма максимально юзлес предмет, ребят. Никому никогда в жизни не посоветую убрать. Это самый помойный предмет, который только разработчики могли выпустить. Причем они его, если что, ребаланснули, и поэтому он такой помойный. До этого этот доспех экзорцизма еще хоть что-то делал, но сейчас этот доспех просто юзлес. Такой тупой предмет, что ну его в баню. Как-то такую сделаю расстановку. Мана мне сейчас не нужна на этого орка-шамана. Вот этот предмет, короче, выкину, а башер заберу. И сейчас мне нужно будет поставить импресску таким образом, вот таким. Вот таким надо образом поставить. Сейчас смотрите, 3 башера. Чпуник. Первая линия тупо вся в стане была. А где мой керри? А кто у меня керри? Омник керри? Ой, Дум прилетел. Ой, Думчик прилетел. То, о чем я говорил. Только шаманам приходят адекватные фигуры с адекватными предметами, и все, там просто разрывает пух и прах. Но у него предметы, кстати, красивые. Красивые предметы, но этого было мало. У меня, ну, скажем,
Я намного оказался скилловее. Хотя на самом деле играть на шаманах и типа какой-то скилл иметь призрачный, ну, такое себе. Потому что когда ты играешь на шаманах, ты играешь в рулетку. Потому что ты не знаешь, что тебе придет, ты не можешь это контролировать, ты ничего не можешь. Ты зритель. Ты зритель в этой синергии. Единственное, что ты можешь делать, это обставиться иконами, помолиться всем этим иконам, прочитать «Отче наш» в 250 тысяч раз, помолиться Богу рандома, и все. Это единственное, что ты можешь, когда у тебя вот начинается файт. Нет, ты можешь, конечно, там проявить next level play, взять, допустим, 12 уровень, если, конечно, каким-то образом тебе это получится, и в 12 уровень доставить там каких-то магов, либо же какой-то плотный билд, либо что-то еще. Короче, можно вообще дубликатов наставить, чтобы у тебя были вот у тебя же есть цветы фуловые, а, соответственно, дубликаты будут появляться тоже с предметами, со всеми вот этой темой. Так что это можно абузить. Это не можно, это нужно абузить. Либо же проявить next level play. Если есть фулгорн, то, соответственно, поставить фулгорн. Если же нету, то печально грустно. Но, в принципе, взял 11 уровень, поставил себе фулгорн. Знаете, я вот так говорю, 11 уровень взял. Чисто это так, знаете, на одном дыхании, налегке, вот так вот просто в изич. Хотя, на самом деле, взять 11 уровень это далеко не изич. Очень далеко не изич. Поэтому... Ладно, это хрень, то, что я говорил. Можно поставить 4 горна фулл шаманов. Это очень круто будет. Вот прям нереально будет круто. Куча контроля, куча как бы задержки, всякой такой темы. Это круто. И проявить, я же говорю, next level play, это закирить импресску с правильными предметами. Будет появляться две иллюзии со шмотом с предметами, будет разваливать, будет здоров. То есть можно еще таким вот образом поступить. Только нужно найти предметы адекватные под эту импресску. В идеале это взять вот обезруш, это 100%. То есть предметы, которые вот маскеваны в импресску, если как керить ее. Рок войны, обязательно, потому что появляется ее иллюзия с ускоренной скоростью атаки от мейн-фигуры. И, соответственно, со всеми предметами, которые есть. Это очень сильно. У вас появляется импресска, она появляется со всеми предметами со скоростью атаки. Поэтому что нам нужно вот в импресску? В идеале это там дезолятор какой-то, минус броня 6, там обезоружие всякие, цепочки, там рапиры и тому подобное. Короче, вот это вот все, это можно закинуть в эту импресску, будет появляться два дубля с обалденными шмотками, которые будут наваливать ничего себе. Поэтому это, ну, можно взять на зацепку, так скажем. Но ни в коем случае, когда мы играем на шаманах, мы не ролим предметы. Мы ролим предметы, которые нужны нам для активации. То есть всякие цепочки, дискорды. Если у вас есть, допустим, эмпреска в 2 звезды, там в 1 звезду, без разницы, и есть арканцы, то вам, соответственно, все эти предметы на перевоплощение особо и не нужны. В редких случаях они вам нужны, потому что вам нужен шаман, чтобы сразу вот так вот взял и перевоплотился. То есть это касается того, когда у вас есть у противника моментальный прокаст в виде, там, допустим, драконов-магов, моментальный, там, нежить, допустим, какая-то есть. Есть какие-то там убийцы, которые, ну, короче, вам нужно моментально перевоплотиться. Но мы никогда не засовываем предметы на активацию орка-шамана. Вот, особенно если у нас 2 звезды. Вам нужны предметы на ману, такой как драконий рог, потому что драконий рог это пассивка, дает плюс 100 маны сразу. Либо же ставите ее под импресску и какой-то все равно, ну, там, не знаю, кристальчик плюс 50 маны нужно, потому что надо, чтобы он инкастово поставил свою тучку. Инкастово поставил свою тучку, вырубил половину народа, соответственно, половина народа ничего не прокастила. Это время. И это дебаф жесткий. Ну, короче, я думаю, вы все прекрасно сами поняли, поэтому, ребят, что думаете по поводу этой каточки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте поставить лайк за эту каточку, потому что мне нужен он для того, чтобы вот ролик продвинулся в рекомендации, в тренды и так далее, и так далее, и так далее. Вы дальше всего прекрасно сами знаете, наизусть уже. У меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!